Ես բոլորին ցանկանում եմ առողջություն ու երջանկություն. Армяне, ну, практически во всех сферах. Мы любим себя вот так выставлять, показывать. Потому что многие влезают в долги, там, я не знаю, чтобы там показать вот эту роскошь какую-то там, не знаю, какие-то крутые тачки, там что-то еще. У нас 300 человек – это нормальная армянская свадьба. То есть 500, 600 человек. К этому обязательно наливается водка. Я еду, она вот это съешь, это съешь, это съешь. Я говорю, мам, я не хочу. Армяне могут сделать хлеб даже из камня. Я не приветствую те семьи, где ребенок, будучи в армянской семье, не говорит на армянском. Вот армян такие там, видите, да, армян? Все, давайте дружим всей семьей. Я тебе хотела сказать, что я вообще не знаю твою личную историю в плане, ты родился где и сколько ты в Москве, если ты не в Москве родился. Я родился в Армении, Ага. 90-го года рождения, выпуска, так сказать. Вот. В 95-м году мы с семьей переехали вот в Москву, то есть с 95-го года мы уже... То есть ты уже рос Да, и формировался да, здесь да, полностью. Этим и интересно, получается, ты такие московские армяне, что Да, называется. да. Вот насколько вы сильно отличаетесь от тех, что сейчас в Армении? Вот, слушай, я на днях, буквально неделю назад был в Армении, и я не скажу, что мы отличаемся, потому что сейчас Армения такая прям маленькая Европа, потому что очень все современное, в принципе, и молодежь, и одеваются как-то уже, ну, такого нет, как вот 10 лет назад я уезжал, думаю, блин, что, как-то неловко было, ну, а сейчас прям... Не знаю, мне кажется, это уже Европа такая. Ну, ты вот приезжаешь, ты чувствуешь какую-то разницу между собой Последнюю и вот поездку нет, не чувствовал. вообще? Лусинет, ты в Москве всего 6 месяцев, Да, правильно? да. Ты помнишь свои первые впечатления, когда ты переехала? Первое Что тебя больше впечатление. всего удивило, поразило? Поразило. Мы приехали там в конце июля. Ну, первые дни там дождливо было очень. Вот лето, но дождливо, да? Я не привыкла, что летом идет дождь. Ну, там. И первые дни, когда мы приехали, я подумала найти работу, потому что я не люблю сидеть дома, там, да, ну, люблю работать, там, выйти из дома, работать. Вот. Ну, ищу по интернету, там, где можно найти хорошую работу. Я знаю языки, там, английский, итальянский, да, русский. Я наслышана, да. Откуда Да. ты знаешь столько языков? Ну, выучила. Вот, ну, я в Ереване работала импорт-экспорт менеджером в крупнейшем заводе кондитерском. Хотела такую же работу, потому что эта работа мне очень нравилась там. Искала работу, смотрю, там требуется менеджер по внешнеэкономической деятельности, и смотрю адрес, там Вятский проезд. Ну, я вообще Москву не знаю, да, смотрю территориально, вроде там рядом. Звонила сестре, говорю, сестра, Вятский проезд, это где? Говорит, ну, пешком, через дорогу. Говорю, да ладно. То есть ты поселилась сразу на востоке, там, ну вот Да. там, где ты? Ну ладно, отправлю сейчас резюме. Отправила и звонок. Там через день там звонят на собеседование. Да, а можете прийти? Говорю, ну да, могу. И, в общем, пешком на работу. В общем, первое впечатление, что сразу нашла работу через 2 дня. Классно, ну тебе повезло Да, на повезло. самом И деле. пешком иду на работу, пешком домой. Для Москвы говорят, что это очень круто, Это потому что просто супер вообще, да, тебе нереально первое повезло. впечатление повезло, что я нашла хорошую работу близко, рядом с домом. Вот. Я в Москве с 93-го года. Получается, Совсем другое время. 27 лет уже, да, в Москве. Я приехал учиться и, собственно, приехал и остался. И после меня я привез родителей, брата. Ну, один брат улетел в Штаты, там раз. остался. А второй брат приехал, и вместе покоряли Москву. Я еще полностью себя не реализовал, но все, что я успел за это время реализовать, я, скорее всего, не реализовал бы в Армении, потому что Москва – это город больших возможностей, больших амбиций, бесспорно. Но ничего плохого не могу сказать о своем родном Ереване. Я регулярно, часто туда лечу, и я по-прежнему люблю Ереван. Просто мы сравниваем чисто вот возможности профессионального роста. Ну вот тогда, когда ты приехал в 93-м году, вот сейчас вспоминаю, у тебя были какие-то, не знаю, проблемы на национальной почве? Сталкивался ли ты тогда с этим? Ну, лично у меня не было, возможно, по той причине, что мне даже многие говорят, что я не похож на армянина. Возможно, из-за этого лично у меня, я никогда не сталкивался ни с органами власти, то есть
Меня как-то это всегда обходило стороной. Я себя никогда не чувствовал каким-то ущемленным абсолютно. То есть я себя здесь, в Москве, чувствовал в своей тарелке. Гуар, общая численность армян, по разным данным, в мире более 11 миллионов человек. Из них диаспора более 8 миллионов. То есть большая часть людей живет вне своей страны. Как вы думаете, почему так? Ну, я думаю, что это связано с историей, да, вот вы знаете, что история такая, что все время были гонения, и это все началось, я думаю, что с этого момента, и многих армян просто разбросало по всему миру. И те армяне, которые были в других странах, так как у нас это такая народная есть черта поддержать друг друга. И вот просто наверняка звали те, которые уже немножко обосновывались, немножко нашли себя в других странах, стали звать своих родственников. И таким образом получается, что везде, вот я раньше, когда работала в большой корпорации, много ездила по командировкам. Где бы мы ни были, всегда были армяне, и всегда диаспора меня встречала. И генеральный директор даже смеялся, говорит, что Гуар, здесь нету, армяне не будут нас встречать, когда мы были в командировке. Да, вот да, есть такое. Это связано, я думаю, что с этим, с гонениями, из-за того, что армяне вынуждены были просто покидать свои земли. Истоки надо искать еще, не знаю, там в 16-15 веках. Ну, это по моей информации. Были армянские купцы, которые ездили в разные страны. Какая-то часть из них там ассимилировалась с местным населением, осталась там, соответственно, их потомки живут. Но основная миграция произошла после событий в Османской империи в начале прошлого века, когда был совершен абсолютно нечеловеческий геноцид армян. Все об этом знают, в 1915 году. И, соответственно, многие убегали кто куда мог, в разные страны. То есть армян разбросало по всему миру. Про семью, про родителей. Кто главный в армянской семье? Слушай, не знаю, как в остальных семьях, но обычно это всегда мужчина главный, как и любой нормальной семье. Но нет такого, что мама там? Нет, мама, это такое святое, нежное, тихое. Не знаю, у нас так, я не знаю, как в других семьях, хотя знаю семьи, где там жена правит, а муж там госпожа все будет. Вот. А у нас у нас все четко. А вот эта история про родителей, я вот сегодня неоднократно слышала, что пока живы родители, и вот это важно прям. Да. Вот если они не одобрили твою невесту, твой выбор по жизни, то есть это прям вот ты готов отречься от всего, потому что родители против. Слушай, это актуально? мудрые родители принимают, мне кажется, выбор своего ребенка, неважно, это работа, семья, вторая половина, неважно, что это. Наши родители, мои родители всегда принимали, в принципе, все. Были, конечно, но ты можешь пойти поперек их мнения? То есть вот там они сказали, нет, блин. Насчет чего, смотря? Какой-то личный вопрос, рабочий вопрос, ты говоришь. Рабочий я всегда иду против всех, и мне даже родители, когда говорят, я скажу, да, хорошо, я сделаю так, но я делаю по-своему, если честно. Потому что я, не знаю, мне кажется, лучше вижу, что в этой работе я вижу какие-то будущие перспективы, я больше знаю в этом деле. Конечно, в каких-то жизненных вопросах я, может, послушать, конечно, в основном, но они все-таки мудрее. Мы сейчас, знаешь, мы ехали, нам попался вот таксист, ты видел, он армянин, это вообще редкость. И вот так было интересно, жаль, что мы камеру не достали. Надо было реально снять. Я его реально спросила, я говорю, слушайте, а если, говорю, вот там ваш выбор жизненный какой-то не одобрили, не знаю, там жену потенциальную бывшую, на что он мне сказал? Жен может быть много, а родители одни. Да, такие есть. И меня это так поразило в плане того, что я готов поменять свой выбор, сказал он. А как вы считаете, кто в армянской семье главный? Отец. Отец? Естественно. То есть мнение родителей всегда очень важно, да? Конечно. А если вы, допустим, хотите жениться на ком-то, а родителям не нравится эта девушка, то что тогда? Жену можно менять, а родителям нет. Это да. Так и заканчивается вопрос ответа. Жену можно менять. То есть, если родители против, то не будете... естественно, если даже женат и жена не
сходите вот с мамой, да, но будут ссориться, ну, естественно, жену скажешь, закрывай дверь снаружи. Жену можно менять, а родителя или братья, сестры уже не меняешь. Вот это актуально тоже? Вот? Блин, не могу сказать честно. Просто я, когда влюбляюсь, ну, как бы влюбляюсь. То есть позже. Ну, ты соберешься, например, там, связывать жизнь дальше, а мама скажет нет, папа скажет, там, нам не нравится. Ну, к примеру, гипотетически. Нет, они примут. Они доверяют моему выбору, вот так вот. А диаспора армянская, другие армяне, которые живут в Москве, ты как-то с кем-то общаешься, кроме семьи? Познакомилась с кем-то? Ну да, я знакомлюсь, там соседки, там, да, есть соседи, много армян в Москве, там. Как они тебя принимают? Вот ты приехала. Вот у вас как это мы обычно? принимаем друг друга, как мы приняли бы себя в Ереване, да? Как одна семья, вот так скажем. Даже независимо от того, что вы живете здесь, в Москве, все открытые. Да. То есть мы можем, первый раз познакомились, да, там, например, поступили в музыкальную школу, да, сын идет на саксофон, уроки саксофона. Но там армянка. Мы познакомились сразу, давайте пойдем чай выпьем там. Она сразу ко мне пришла, там чай выпили, познакомились, сейчас уже дружим. Вот. Они живут по соседству. Вот армян такие там, видят, да, армян? Все, давайте дружим, все семьями. А если сейчас вы где-то, допустим, оказываетесь, я не знаю, допустим, 2-3 семьи или 2-3 человека в каком-то месте за границей или здесь где-то, как происходит эта коммуникация обычно? Наверное, известный факт, что обычно русскоязычные, русские в частности, стараются отгородиться друг от друга. Да. Кстати, это очень интересно. Наши, нам бы поменьше, где наши. Как у вас это происходит? Да, очень интересно, кстати, вы отметили этот вопрос. Да, на самом деле, когда я вижу, даже у меня подруги есть, да, которые вот вдруг, если на отдыхе там слышим русскую речь, там могут сказать, ой, там опять наши, да, а у нас нет, наоборот, потому что если я слышу армянскую речь, у меня настроение поднимается, что есть армяне, я могу не подойти, я сама такая не очень экстраверт, да, чтобы подойти там что-то спросить, но как бы улыбкой буду сопровождать и буду смотреть за ними. Да. Откуда это? Откуда вот эта вот открытость и вот такое лояльное, дружелюбное отношение друг к другу? Вы знаете, вот сопереживание отечественникам, землякам, потому что знаете, может быть, это какой-то некий вот маленькие нации так вот поддерживают друг друга, потому что все время были подавлены, да, все время там, в общем-то, был какой-то враг, да, который все время подавлял. И, конечно, когда ты находишь своих земляков, хочешь поддержать и понимаешь, настолько генетически трудно. Зашито. Да, как-то настолько трудно было им, потому что, вот, допустим, если я вижу там земляка там в Америке или в Швейцарии или во Франции, я же сама тоже была в России, я понимаю, что как трудно подниматься, как трудно, когда из-под ног уходит твоя земля, да, уже почва уходит, и ты должна строить новые там отношения, новую карьеру, все заново. И я понимаю, что эти люди тоже самое это сделали. И просто у меня такое сопереживание, скажем так. У нас был очень интересный таксист, пока мы ехали сюда. Он нам рассказал такую штуку, что есть в Москве община, то есть армянская, как диаспора, мы говорим, как она выражается, эта диаспора. Он говорит, прям есть община, и если у тебя, не дай бог, что-то серьезное случилось, ты можешь прям пойти и попросить о помощи. Это правда? Да, я тоже слышала этой общине, и давно, наверное, лет 5 назад даже состояла в ней, так, знаешь, мимолетно, наверное, месяц там общался с этими людьми, с ребятами, которые вот помогают, вот это все, очень интересно все происходит. То есть это, по сути, просто люди, как бы, которые вот... Если... объединились в одно целое и, как бы, помогают друг другу. Диаспора, она сейчас в каком виде существует? Являешься ли ты ее частью? Общаетесь ли вы? Встречаетесь ли? Вот это вот сообщество людей, оно как-то вот существует в регулярных встречах, я не знаю, в поддержке друг друга? Есть организации, есть официальные организации, есть Союз армян России. Я близко не знаком с сегодняшней их деятельностью, но такая организация была и есть. Лично я не встречаюсь. Есть еще вот недавно несколько лет была создана такая платформа, бизнес-клуб среди армянских предпринимателей, называется Килекия. Они успешно развиваются. То есть возможность общения, партнерства между представителями именно армянской диаспоры. Кстати, они еще создали
онлайн-платформу, называется Ян, приложение. Лично знаю руководителя. Я считаю, это хорошее такое, ну, необходимое начало такое деловое, и я их приветствую. Что касается собраний внутри диаспоры, ну, лично я не участвую. Но наверняка есть люди, которые участвуют. По поводу предпринимательства, как раз ты сказал, Союз предпринимателей. Какие ниши бизнеса армяне занимают в Москве? Вот часто же бывает, что та или иная диаспора, она как бы больше развивается в определенной нише. Вот на твой взгляд, какие? Не хочу хвалить, но есть что хвалить. Армяне, ну, практически во всех сферах. Ну, я не буду называть имена и конкретной компании, но есть очень серьезные крупные девелоперы. Мне кажется, я знаю, но мы не будем называть. Да, огромное количество торговых центров, бизнес-центров. Армяне в искусстве, в кино. Шоу-бизнес, мне кажется, кино, шоу-бизнес, ТНТ, Comedy Club. В политике есть тоже. Ну, не обязательно с армянскими фамилиями, но они есть. Да, поэтому армяне везде. Лично я скромно горжусь этим. Я, естественно, это не кричу об этом, но чисто для себя я этим горжусь. И причем не только в российской, ну, если смотреть и всемирной экономике, то есть во всемирном шоу-бизнесе, везде. Почему сейчас вот учат в армянских семьях детей обязательно? Есть что-то такое, что отличает от наших детей? Взять мою племяшку, сестра водит ее везде. И в армянскую отдельную школу, хотя она ходит, ну, в обычную русскую. То есть она ходит на армянские танцы, хотя ходит на обычные танцы. То есть все-таки пытается как-то внедрить в нее вот этот армянский дух, я не знаю, как это назвать. Но девочка русскоговорящая, то есть она на армянском старается мало говорить, все как бы, ну, но она знает, что она армянка. Что обязательно в армянской семье? Когда мы ужинаем, да, или там... У меня растет и девочка, и мальчик, да, девочки учим, что если мы накрываем стол, сначала надо хлеб и соль поставить на стол, потому что это первое место. То есть если стол накрываешь, сначала это соль и хлеб положить на стол. Вот это почему так? Ну, традиция такая. То есть накрываешь стол, первое место это соль и хлеб. Если нету хлеба и соли, то есть ты неправильно что делаешь, да. Это касается, ну, кухни, да? Ну, мне кажется, не только в армянских, в кавказских семьях прививают в детях, значит, уважение к взрослым, уважение к традициям, истокам. Вот это присутствует. Мне кажется, что в наш вот этот современный век это очень важно, чтобы все это присутствовало, потому что человечество деградирует, и сохранение традиций, истоков, память о наших дедах, бабушках, это все, мне кажется, сегодня просто необходимо. Сохранение культуры, языка, кстати, тоже очень важно. Я не приветствую те семьи, где ребенок, будучи в армянской семье, не говорит на армянском. То есть дети двуязычные все? Да. Ну, не все, но большинство. Большинство, да. То есть я считаю, что армянский народ очень много отдал для сохранения своей идентичности, культуры, языка. Очень много дал жертв и человеческих жизней в том числе. Поэтому сегодня в мирное время все это терять. Мне кажется, это такая маленькая обязанность любого родителя армянина, чтобы вот хотя бы язык, чтобы дети знали свой родной язык. Это такая маленькая неофициальная обязанность, это на мой взгляд. То, что есть у нас это в генотипе, и это просто сшито, как вы говорите, это то, что уважение. Уважение к людям, уважение к старшим. Вот это да, вот уважай, там, люби ближнего, там, уважай старшего, вот это однозначно. И, может быть, это тоже помогает, что вот с уважением отнестись и к другим тоже. Мы сегодня еще обсуждали много торжества. Откуда такая любовь к пышным праздникам, к пышным торжествам? Блин.
С чем Вообще это армяне связано? любят очень, вот, чтобы было шикарно все. Вообще, мне кажется, любой человек любит это, да, чтобы было все красиво, шикарно. Но для нашего народа, мне кажется, прям важно, чтобы... Это показуха какая-то, вот как мне бы... кажется, с одной стороны, да. Я классный, Хочется посмотрите. всегда даже песню ставить, это панты, это панты. Потому что многие влезают в долги, там, я не знаю, чтобы там показать вот эту роскошь какую-то там, не знаю, какие-то крутые тачки, там что-то еще. Не знаю, мне кажется, нужно просто по своему карману смотреть, а то даже как-то не по-армянски получается, знаешь, без угощений. Я, кстати, да, хотела сказать, что вот не зря мы сегодня вот это снимаем. Всем задаю вопрос про гостеприимство, про кухню, вот про эту какую-то теплоту. Нас сегодня реально весь день кормят и поят. Вот мы сегодня весь день снимаем, и я хочу сказать, что это так не показушно, а искренне абсолютно. Да, и вот это прям вот льется прям. Вот эта теплота и радушие, что мы снимали в другом месте, посмотрите потом. Вот, что здесь. Вот Вайк нас тоже поет и, может быть, покормит. Может быть, покормит. Ну, сейчас тоже я еду, она вот это съешь, это съешь, это съешь. Я говорю, мам, я не хочу. Вот это, вот попробуй этот фрукт. Вот мандарин такой сладкий. Я говорю, мам, я не хочу. Я говорю, я возьму, съем. Она, нет, съешь. Говорит, у меня душа болит, что ты не ешь. Я говорю, ты меня видела? Ну, то есть вот такая тема. Не знаю, мне кажется, вообще мамы, они все такие, в принципе, но среди кавказцев, ну, армян, так сказать, да, очень много таких мам, которые прям, ну, прям любят накормить. Ну, даже не мама, а вот просто, я говорю, вот где еще? Иногда чаю не предложат, да, а тут вот постоянно... Нет, вот мы, опять же, были в Армении, у меня оператор был в шоке, куда мы не пошли, там просто столы такие, то есть люди свой последний достают, ставят на стол, знаешь, там, ну, реально шикарные столы просто накрывают, хотя, как бы, ну, я там захожу на 5 минут с родственниками повидаться, они там кофе, чай, я не знаю, фрукты, какие-то дорогие конфеты, я говорю, слушай, я говорю, в Москве такой не дают, откуда у вас это все, откуда вы это все берете? Не жалко. Да. Мы любим себя вот так выставлять, показывать, да, вот есть такое. И я думаю, что с этим тоже связано. Это, конечно, тоже перегиб, да, тоже я считаю, что не всегда хорошо, да, иногда могут делать такой праздник, и неважно, завтра будет уже деньги на хлеб или нет, но главное, ну, я утрирую, да, главное сегодня там показать такой праздник, да, есть такое. Это национальная черта. Например, вот у нас самая маленькая свадьба – это 300 человек. Я слушаю, там здесь 20, 25, 30, да, человек на свадьбе. У нас 300 человек – это нормальная армянская свадьба. То есть 500, 600 человек. То есть, ну, а почему потому так? Потому что много знакомых, много родственников. То есть если одного не позовешь, другой обидится, да, ну, в общем, все должны быть, присутствовать на этой свадьбе, там, на день рождения, то есть на все так принято. Такая традиция, то есть у нас есть крестный отец, и во время бракосочетания как раз в церкви должен присутствовать крестный отец. Он же потом крестит детей. То есть он крестный отец брачующимся, да, как бы? Да, и он же потом уже крестный, уже когда рождаются дети. Интересно. Это да. Обязательно так? Вот, ну, это традиция. Быть? Это традиция. Практически на всех свадьбах, да, и в церкви присутствует наличие крестного отца, это обязательно. Вот это вот вообще поддержка вот эта феноменальная ваша. Вот ты столько лет живешь как бы в России, да, уже не живешь давно в Армении. Вот эта диаспора, когда вы где-то встречаетесь, если вы не знакомы, если кому-то нужна помощь, вы действительно помогаете друг другу? Разные люди встречаются, конечно. И есть искренние, которые готовы помочь, и есть люди, которые просто, ну, откажут, пройдут мимо. То есть, как бы, про всех не могу сказать, но основная, конечно, масса все равно, как бы, ну... И неважно, это твоя национальность люди или нет. Я вот говорю именно про вас, потому что, ну, сам знаешь, наверное, как у русских часто бывает, наоборот, ой, там, наши, не наши, мы туда не поедем, да, это наши, наверное, обманут. Да, и не обижайтесь, так оно и есть, я говорю сознанием дела, да. А вот мы сегодня слушали сколько, что у вас этого нет. То есть, если свой, вот, как бы, армяне, что у вас вот эта взаимовыручка, она вообще по всему миру, она как-то вот... Ну это да, актуально. Но все равно, мне кажется, это тоже чуть-чуть меняется со временем, чуть-чуть люди все равно, не то, что каждый думает о себе, но все равно, я так смотрю, любит и поддержать, помочь, любит, и знаешь, так
Ну, вот, Укольнуть есть люди, лишний да, раз. такие вот, я не знаю. Опять же, я не про всех, как бы, но среди наших очень часто тоже встречается. Вот у меня взять подписчиков каких-то там, что-то еще. Почему-то именно свои берут и пишут такую лекцию тебе там грязную. Ты читаешь, думаешь, блин, и этот человек как бы, ну, живет на одной земле со мной, да, одной крови, там, я не знаю. У тебя вот большинство друзей, они кто? У меня друзей армян нету. Нету? Нет, я сейчас хочу Серьезно? вспомнить, наверное, очень, ну, может быть, парочку. У меня все национальности, как бы, то есть я не делю дружбу на национальность, да, у меня есть и азербайджанец друг, и русский, и таджики, и узбеки, неважно для меня какой нации. Просто реально очень много хороших людей в разных нациях, вот. Армения, вот, не могу вспомнить, ну, наверное, парочку есть. Просто ты вот в детстве попал сюда, ну, у тебя, понятно, новый круг образовывался. Видишь, Ну как вот получается, оказывается. видишь, как школа, там Да. как бы, ну, и русские, и не русские, как бы, да, со школы там парочку друзей осталось, да, институт, у меня все русские были, я на юридическом учился, может быть, парочку было кавказцев, и то они слились. Не знаю, я общаюсь со всеми, мне не важна нация. Ты сталкивался когда-нибудь с какими-нибудь оскорблениями или с каким-то таким отношением на национальной почве? Да, очень часто, до сих пор, мне кажется, это нормально. Ну, как ты думаешь, поменялось что-то? Вот ты с детства живешь в Москве, Очень тогда сильно, и сейчас. Очень сильно. Сейчас относится, мне кажется, проще к этому. Толерантней, да, как-то проще? То есть, как бы, если раньше... Я даже помню историю одну. Мама нас всегда возила в музыкальные школы. Ну, то есть, она везде нас пихала, чтобы у нас не было свободного времени. Мы очень такие на танцы, музыкалку. Везде, короче, мы были, везде. И в троллейбусе женщины, не знаю за что, зачем, просто черножопые там, ну, вот эту тему. Как бы, я до сих пор, знаешь, вроде бы было, блин, мелкий, а вот до сих пор это вот осталось, думаешь, блин, а за что? Просто ничего же не сделали, просто зашли в троллейбус, ну, и ехали домой, там все такое, не знаю. Сейчас легче на это смотреть. Может быть, больше сейчас приезжих, может быть, поэтому, не знаю. Почему так много богатых армян? Ну, потому что они умные, амбициозные, целеустремленные. Вот вы знаете, если вы будете в Армении, вы увидите, что у нас природа особенно не побаловала. Ну, особенно те земли, которые сейчас у нас остались, там очень много камней. Даже земли нету, чтобы там что-то посеять, что-то получать. Иногда у нас в родине говорят, что вот армяне могут сделать хлеб даже из камня. Да, то есть вот надо делать, да, поэтому вот, ну, это характер, это тоже черта характера, целеустремленность, амбициозность, движение вперед, ну, такой очень старательный народ, не ленивый. У нас очень любят работать, то есть трудоголики в основном. За счет этого, мне кажется, очень много армян, можно сказать, что, ну, Это был мой вопрос, почему так много богатых армян. Вот тебе ответ на этот вопрос. Потому что у нас, как бы, ну, то есть трудоголики, очень много трудоголиков, очень много талантливых людей, мастеров, крутых каких-то ювелиров, я не знаю, то есть очень много вот именно творческих людей, которые просто реально, не знаю, я иногда удивляюсь, ну, как бы думаю, блин, круто, и я радуюсь, что такие люди именно в моей нации, да. Минусы они есть у всех, и у армян тоже они есть. Просто их мало. Минус то, что мы свои минусы не признаем. Сама Армения, она представляет из себя больше такую скалистую страну. То есть у нас, грубо говоря, одни камни. И чтобы в этой стране что-то вырастить, что-то посадить, нужно больше вложить труда, усилий, чем в любой другой стране. Где... Интересная мысль. Да, и, соответственно, это на генетическом уровне армяне, чтобы чего-то добиться, они всегда... То есть это породило трудолюбие. Это породило трудолюбие, и я могу сказать, что армяне очень трудолюбивые. Те армяне, которые находятся на чужбине, они больше закалены на успех, они больше трудятся, больше стараются, и поэтому это результат, то, что они добиваются цели. Вот у меня же ретрит есть, да, в горах Армении, и, конечно, люди, которые приезжают, а там аутентичное село, деревня, там вот находится именно наша гостиница, и люди, конечно, отмечают, ну, все, горный воздух, там экология, все остальное, это как бы в одну сторону, но говорят про людей.
Потому что они пока из нашей гостиницы доходят пешком до церкви, все деревенские жители просто не дают им возможность, чтобы они просто так прошли. Где-то они кофе попьют, где-то они там чачу попьют, где-то они творог попробуют, где-то сметану, где-то парное молоко, где-то орехи. Ну, то есть они уже приходят на ужин, они уже сытые. Я говорю, где вы были? Говорит, ну, вы понимаете, мы уже были в деревне. И, конечно, всем это нравится, потому что это такой, вот сколько у них есть, они столько будут угощать, они не будут думать, что для гостя все. И это, конечно, очень нравится. Если брать историю, мы всегда были окружены мусульманами, персы, турки, османцы, и всегда нас хотели просто уничтожить. И мы выживали. Соответственно, мы становились сильнее. Живучесть такая тоже. Да, то есть хотели уничтожить и веру, культуру, и народ в целом. Вот всю жизнь. Топ-3 армянских блюда для тебя? Это долма, сладкая пахлава и хаш. Ну, хаш, да. Мы сегодня уже обсуждали, что я не знала раньше, что у него есть сезон свой, что он только зимой. Осенью, зимой, да. И пыталась его найти летом. Если ламаджо можно считать за армянским блюдом, так, это что такое? Нам всем такое не говорили. Мне это надо показывать. Это лепешка, короче, с фаршем. Это все в духовке запекается, очень вкусно. Это вообще пришло с Востока, но как бы мы быстренько, как бы, наши. Фарш, там зелень, очень вкусно. Это на лепешечках тоненьких. Короче, вкусно. Давай еще. Надо пробовать. Еще 2. Ну, шашлыки армянские, они есть именно армянские шашлыки. То есть я не знаю, нет, я знаю секрет, просто не буду выдавать на камеру. Но они армянские, то есть как бы вот. Мясо любят все, мне кажется. Долма, наверное, да, как бы, но. Все это самые такие. Ты говоришь по-армянски? Да. Тогда от тебя какое-нибудь классное пожелание всем. На армянском обязательно с переводом. Ես բոլորին ցանկանում եմ առողջություն ու երջանկություն. Давай переводи теперь. Я всем желаю здоровья и счастья. Спасибо тебе большое. Долма, сапас. Это что такое второе? Сапас – это суп из кефира, ну, вернее, из мацуна. То есть мацун, он это разбавляется… Это как в мацоне такое что-то. Да, есть но он еще. разбавляется с водой, добавляется крупа, я не помню, какая крупа, и чуть-чуть зелени. И получается такой кефирный суп, грубо говоря. Очень вкусный и полезный. И третье? Долма. И, наверное, вот название не совсем армянское, но имам бальды. Иман бальды. Это азербайджанское, как я знала. Да, возможно, да. Возможно, там овощи, баклажан. Ну, то есть название как бы у нас осталось, но, может быть, есть чисто исконно армянское название, я, к сожалению, не помню. Баклажаны, перец, помидоры, что-то такое, да. Я сейчас вспомнила, знаешь, что ты не сказал хаш, а я первое о чем подумала. Кстати, да. Но знаешь, что было смешно? Я как-то, не зная, хотела попробовать его летом, и, значит, искала по всем кафе, ресторанам начало лета, и только в одном я звоню, мне говорят, вы что? Летом. Оно же какое летом? Какое? Зимнее. Да, нужно либо осенью, к этому обязательно наливается водка, что-то там, в общем, мне целую процедуру рассказали, в общем, приходите в сентябре или в октябре. Иногда бывают случаи, когда, неважно, дома, не дома, то есть мне предлагают хаш, а я должен сесть за руль. То есть только по той причине, что я не выпью с хашем водку, я отказываюсь. То есть я хочу съесть этот хаш, но понимаю, что я не могу выпить за рулем, я только по этой причине не ем этот хаш. Ну, то есть у него реально сезонность какая-то? Ну, зимой. Это такое блюдо, такое, когда холодно, ешь, согреваешься, все хорошо и ничего не делаешь. После этого хочется спать. У нас есть одно словосочетание, которое нигде нету, и я сама не употребляю это. Но это настолько интересно, что люди спрашивают, что это такое? Объясните, пожалуйста. И иногда это объяснение бывает там долго. Я хочу объяснить, что это такое. А это цават танем. Цават танем, это переводится «твою боль возьму себе». Очень глубоко. Очень глубоко, и это, опять-таки, то, что вы спрашиваете, а почему народ это, как это откуда идет это. Но представляете, наши же слова, да, лексикон очень многое говорит о народе. Да, если нигде никакой народ не имеет такие слова, твою боль возьму себе. Это тоже про сострадание, про сопереживание, про любовь к ближнему. Обязательно напишите, я хотела всем сказать, напишите в комментариях, вот мы сегодня это обсуждали тоже, что, по крайней мере, в Москве у каждого человека есть
армянский знакомый, друг, человек, который живет рядом. Вот, есть ли у вас такие люди? Вот, и какого вы мнения о них? Будем снимать дальше про диаспоры. Вот, подписывайтесь обязательно и комментируйте. Спасибо.